Истории из жизни. Прежде чем я вам поведаю этот интересный рассказ, подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите любой комментарий. Это очень сильно поможет продвижению этого видео. Приятного просмотра. Меня зовут Татьяна. У моего мужа был день рождения. И этот день перевернул всю мою жизнь. Главное, досмотрите до конца, чтобы понять все, что произошло. Мы решили отпраздновать его в клубе недалеко от дома. Пригласили друзей и его коллег по работе. Было нас 11 человек. Долго сидели, выпивали. Гости начали расходиться домой. Муж, как всегда, с каждым на пасашок. И сильно напился, уснул прямо за столом. Под конец остались я, спящий муж и его коллега по работе по имени Артем. Мы заказали еще вина, пели караоке. И потом за соседним столиком девушка начала петь медленную песню. Артем пригласил меня танцевать. Мы танцевали, и мне захотелось в туалет. Я говорю, я отойду в туалет. Скоро подойду. Артем говорит, давай, я тебя проведу. А то мало ли кто начнет к такой красавице цепляться. Я говорю, ну пошли. Немного про себя. Я брюнетка, рост 165 сантиметров. Тело подтянутое, хожу 6 лет в спортивный зал. Была одета в ярко-красное обтягивающее латексное платье. Босоножки на высоком каблуке. Когда мы подошли к туалету, Артем говорит, иди, я тебя здесь подожду. И когда я начала открывать дверь, с туалета начал выходить какой-то тип кавказской национальности. Увидев меня, начал приставать. К нему сразу подошел Артем и сказал, это моя жена. И у них началась словесная перепалка. Я сразу забежала в туалет, потом потянула Артема и быстро закрыла двери. Комната была не маленькая слева, и справа были зеркала. Справа на всю стену, а слева был большой рукомойник с какого-то камня. Я Артему сказала, отвернись, я в туалет схожу. Он отвернулся, я понимаю, что он все равно видит в зеркало. И тут меня начало переполнять азартом, а почему не заняться страстной любовью прямо на рукомойнике? Зная, что за дверью могут ждать люди. Но я понимала, что этого человека я вижу первый раз в жизни. С мужем я бы даже не задумалась. Но я все больше и больше перевозбуждалась от этой мысли. И я понимаю, что уже не могу с этим справиться еще, и алкоголь дал свое. Я встала, Артем стоял справа от меня, спиной развернула Артема к себе. И впилась губами в его губы. Я так никогда в жизни не целовалась. Он, наверное, этому где-то обучался. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. И там и произошла вся любовь, о которой вы могли уже догадаться, дорогие зрители. Вскоре после этого мы открыли дверь, начали выходить и увидели, что за дверью стоит очередь с 4 человек. Они на нас смотрели офигевшими глазами. Я понимаю, что они могли все слышать. Но мы как ни в чем и не бывало вышли и пошли за наш столик. Только я еле шла и начала держаться за Артема. И когда мы подошли к столику, мой муж ходил, нас искал. Спросил, где мы были, что он нас уже около 5 минут ищет. Я сказала, ходили курить. Он говорит, так вы же оба не курите. Я говорю, что просто стояли на улице, воздухом дышал. Потом мы посидели, еще пару раз выпили. Все оставшееся время сидели и с Артемом смотрели друг на друга. Подошел официант и говорит, что мы скоро закрываемся, и принес на счет. Мы начали потихоньку собираться. Муж мне говорит, деньги у тебя возьми, рассчитайся. Я взяла чек, положила туда деньги и отправилась на бар оплачивать. Когда подошла, администратор мне говорит, а вам видео нужно? Я спросила, какое? Он говорит, то когда вы в туалете 30 минут были. Я покраснела, не знала, что ему сказать. Он достает диск, отдает мне и говорит, я такого в фильмах для взрослых не видел. Я взяла диск и пошла. Он говорит, а сдачу? Я ему это за диск. Мы вызвали такси. Когда садились, муж сел спереди, а я с Артемом села сзади. И мы ехали дальше, всю дорогу молчали. Он достал телефон, открыл СМС и написал свой номер телефона и дальше позвони завтра. Можем повторить? Я достала свой телефон, переписала номер и кивнула головой. Он потом опять написал свой адрес и написал звони в любое время. Можем еще что-то поэкспериментировать.
Я отвернулась, и мы уже подъехали к дому. Мы вышли, попрощались и пошли с мужем домой. Муж дома начал приставать. Мне не сильно хотелось. И думала, как я на такое пошла, и меня еще сняли на камеру. Начала представлять, сколько человек могли видеть эту запись. Я устала и хочу спать завтра на работу. И мы заснули. Утром я, проснувшись, муж еще спал. Я достала диск, просмотрела содержимое. Там было 2 файла, один видео, другой текстовый. Я открыла видео и начала просматривать. Видео было как любовное. Мне сразу стало стыдно. Я закрыла. Потом открыла 2 файл. Там было написано: «Если ты хочешь, чтобы твой муж ничего не узнал, набери по номеру». Я после работы набрала. Созвонилась, он мне предложил прийти в сауну по такому адресу в такое-то время и одеться как можно возбуждающе. Я пришла домой, оделась и накрасила губы в ярко-красный цвет. Мужу позвонила и сказала, буду поздно. Может, даже утром. Мне надо с подругой с работы встретиться. Помочь ей приготовиться к свадьбе сестры. И поехала. Подъехав по адресу. Я сначала не поняла, где я. Позвонила, он сказал, я сейчас открою ворота, заезжай. Я заехала, припарковалась. Зашла, там большой бассейн. Стол, накрытый спиртное, кальян, из бассейна выходит какой-то парень накачанный. Из сауны выходят еще 3 парней. Один из них и был администратор, который мне давал диск. Мы сели, начали разговаривать, выпивать. Потом они начали меня раздевать, я была в спортивном костюме. И там все и началось, то, о чем вы могли уже догадаться, дорогие зрители. Они со мной делали, что хотели, до самого утра. Продолжалось это часов 6-7. Потом поехала домой. Через какое-то время он позвонил и предложил встретиться с его хорошим другом. Он какой-то бизнесмен у нас в городе. Я ему пообещал, что ты приедешь. Я сказала нет. Он говорит, тогда я видео твоему мужу покажу. Я говорю, только последний раз, и все, из-за меня забываешь. Он говорит, хорошо. И его друг еще хорошо, заплатить их будет 3. Скажу только одно, уже в течение года, 1-2 в неделю езжу по звонку к разным. Хорошо платят. Много связей появилось. И главное, мне теперь это нравится. И муж ни о чем не догадывается. 1 раз даже обман делала. Ваши лайки – лучшая мотивация рассказывать еще такие истории. Спасибо всем, кто их ставит. Если смотрели с интересом, не будьте безразличными, ставьте лайк. Вам ничего не стоит, а мне приятно, я радуюсь. На этом эта история заканчивается. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные истории. Всем до новых встреч на этом канале.